Пока поднимается предыдущий ролик, начну говорить о партии, которая на сегодняшний день представляет правительство Канады. Это либеральная партия. Ну, в принципе, как их еще называют, левые по-русски. Они более социалистическая партия, они не коммунисты. Ну, они не должны, по идее, не были коммунистами, когда изначально создавалась эта партия. Обычный расклад сил идет между ими и консервативной партией, но они, да, социалистическая партия в плане того, что они за социалистический, не коммунистический, социалистический строй жизни, чтобы была бесплатная медицина, бесплатное обучение в школах, и вот сейчас вот последний их конек — это бесплатные садики. Я сделал видеоролик на английском про бесплатные садики, это просто атас, потому что то, что они делают, я все равно сделаю ролик на русском языке тоже, чтобы было более понятно для тех, кто не совсем знает английский. Ну, ребята, как бы ощущение такое, что возвращаемся в Советский Союз потихоньку в Канаде. Но дело не в этом. И почему это происходит, опять же. Они, если я говорил про консервативную партию и сказал, что они сдвинулись немножко к центру, не знаю, или из-за этого, опять же, еще раз напомню, я не политолог, я говорю свое личное мнение, как я вижу это глазами человека, который вот родился в Советском Союзе, прожил там до 14 лет и так далее, это все 30-10. И я как бы не знаю, или это произошло из-за того, что консервативы подвинулись немножко к центру, но либералы, в принципе, под предводительством нынешнего лидера сдвинулись влево. То есть они как бы идут в сторону крайне левых, которыми является НДП, но они еще не совсем там. Хотя непонятно, чем это все закончится. Потому что говорит наш лидер и то, что он делает. Значит, начнем с того, о чем говорит либеральная партия. Они как бы, в принципе, говорят, что окей, должен быть коммунизм, должен быть капитализм, то есть, извиняюсь, капитализм это нормально, как бы это то, как делаются деньги, мы это понимаем, потому что нам нужны деньги в бюджетах, но мы хотим пользоваться деньгами бюджета еще и чтобы давать социалистические условия для населения Канады, что как таковое не является проблемой. Потому что бесплатные школы это нормально, даже бесплатный садик, если хорошая причина, это тоже не очень плохо. Но всякие вот соцуслуги, пенсия и так далее, то все 30 это в принципе совсем неплохая тема для многих людей, для большинства населения Канады. Вот. Как бы консервативные тоже не сильно от этого отказываются, они не пытаются это изменить, это уже давно есть, и никто против сильно не выступает. Есть определенные вещи, которые не выступают против, но не все. Но либералы, они стараются, как говорится, подкупить. Они любят чуть-чуть больше давать денег, чуть-чуть от того, чтобы их больше любили. Вот такие вот, они немножко нарциссические настроения у них. Вот. Но в принципе, как бы опять же, за них тоже можно голосовать. Они в принципе, по большому счету, не представляют собой какое-либо зло. По крайней мере, не представляли и не делали ничего такого супер плохого. Но сейчас я хочу поговорить о двух представителях, в принципе, этой партии, которые занимают первое и второе место на сегодняшний день в правительстве, потому что это создаст определенный контекст для темы протеста сегодняшнего и так далее. Начнем со второго места. Зовут ее Кристия Фриланд. Она, неплохая женщина, как бы вообще женщина в правительстве это неплохо, особенно быть заместителем премьер-министра это тоже неплохо. Она была и министром иностранных дел и так далее. У нее украинские, кстати, корни. Я не знаю, кто там у нее с Украины, родители, или она тоже там родилась, но у нее серьезно заметны украинские корни. Она очень схожа с украинской общиной. В Канаде очень большая украинская община. Кстати, на секунду отклонюсь, но я действительно совсем недавно вот смотрел, большинство из вас, наверное, даже знает этот анекдот, который рассказал Сюткин в интервью, но мне настолько смешно показалось. Я сейчас вкратце его перескажу, насколько помню, потому что оно очень смешно, и это связано с тем, что в Канаде очень большая украинская община.
опять же, хочу заметить, абсолютно ничего плохого с украинцем не имею. Уважаю. Ну, я, в принципе, уважаю все народы, русский и украинский. У меня никаких терок нету ни с теми, ни с теми. Э, но очень смешной анекдот. Короче, Сюткин рассказывал, что к украинцу подходит его сын и говорит ему: папа, скажи разницу между евреями и жидами. Он говорит: ну, ты знаешь, евреи — это классные ребята, классный народ, они живут в Израиле, они очень умные, там очень много придумывали всяких новшеств для всего мира и так далее, как бы любят погулять, улыбаются, веселые ребята, классный народ, живут в Израиле. А жиды, говорит сын, это те, кто живут на Украине, вот эти вот, которые, знаешь, хотят своровать, обмануть, украсть и так далее. Вот это жиды. Он говорит: хорошо, папа, а какая разница между русскими и кацапами? Он говорит: ну, русские — это классный народ. Живут они в России, очень добрый народ, готовы последнюю рубашку от себя отдать, всегда готовы помочь. Классные ребята, выпьют, отдохнут, повеселятся. Супер классные ребята. Кацапы — это те, которые живут у нас на Украине, и вот они вот подлые, и мешают нам жить, и вот пихают нам русский язык, и то все. Он говорит: хорошо, а какая разница между украинцами и хохлами? А папа говорит: знаешь, сына, украинцы — классный народ. Горилочки выпить, то, все, гопака сплясать, туда, сюда. Классные ребята, все просто шикарные. И живут они, сына, в Канаде. Вот, это как бы просто к тому, что украинская община в Канаде действительно очень большая. И в большинстве своем, по-моему, сосредоточена в Торонто, в Онтарио. И действительно неплохие ребята. Я лично знаю украинцев, которые живут в Канаде, и было дело, даже как-то пил с ними. И тут знаю у нас в Торонто, как бы, и тут знаю у нас местных украинцев. Классные, действительно классные люди, очень адекватные, все очень хорошо, ничего плохого за ними не замечал. Может быть, и есть, но за кем не бывает. И мне лично как бы никаких проблем никогда не делали, никогда не было ни антисемитических проблем, всяких высказываний или какое-то отношение плохое ко мне или что-то такое, ничего не было. Как бы действительно хорошие ребята, все. И опять же, я вообще из Бендер и бывал в Одессе очень часто. И очень люблю этот город, Одесса. Шикарный город, по крайней мере, ну, то, что я помню. Очень красивый город, и гулял я по нему много, и общался с людьми много, и очень-очень любил этот город. Поэтому, как бы, я считаю, что я, в принципе, близок к Украине в какой-то степени, и хотя на самой Украине не жил, но очень много там был, очень много отдыхал на Черном море и так далее. И очень любил как бы общение, хотя был ребенком, но любил общаться с украинскими детьми, скажем так. Значит, вернемся к Кристи Фриланд. Она корнями с Украины. Она пытается пропихнуть политику своей партии, как бы, поэтому ее отношение к экономике, к бюджету немного иногда кажется смехотворным. И не раз ее ловили на словах, которые она говорила, что она вообще не знала, что она говорит. Ну, такое бывает. Она все-таки министр, она не знали, она экономист по профессии, но она министр. И, ну, бывает такое, что не все министры понимают, что именно они говорят. Говорят по бумажке, а когда их спрашивают, знаете, как метр влево, метр вправо, расстрел. Вот так вот. Спрашивают, когда что-то лишнее или что-то, что не предписано текстом, который у нее имеется, она немножко запутывается. Вот, но важно подметить тут украинские корни в другой. Опять же, когда будем говорить про протесты, я тоже затрону тему отношения Канады к размолвке между Россией и Украиной. Мое мнение про эту размолвку, обещаю быть абсолютно объективным, потому что, опять же, ни с русскими, ни с украинцами никаких проблем нет. У меня пытаюсь понять обе стороны. И поэтому, когда буду говорить про их отношения, в принципе, буду говорить свою личную точку зрения, как я это вижу объективно со стороны. Но ее украинские корни еще сыграют роль в том, что мы будем говорить про Канаду. Поэтому вот я специально вот про нее именно сказал. Теперь поговорим о премьер-министре Канады. Зовут его Джастин Трудо, как вы все наверняка знаете. И тут начинается проблема. Говорю лично мое мнение, но говорю то, как есть все.
то, что многие не хотят говорить. Значит, у нас было много проблем с этим премьер-министром. Начнем с того, что он сын Пьера Трудо, который когда-то был премьер-министром, который был либерал, но был очень подвинут в сторону крайне левого. Поэтому Фидель Кастро был один из его лучших друзей. Они часто отдыхали там с женой. И, ну, я не знаю, это конспирация или нет, но многие сейчас пытаются намекнуть на то, что Джастин Трудо вообще не сын Пьера Трудо, а сын Фиделя Кастро незаконный. Как бы, честно, видел фотографии Фиделя Кастро молодым и фотографии нашего Джастина Трудо. Есть большое сходство. До сих пор все очень намекают на это, даже не стесняясь, и даже официальные, особенно если вы послушаете Fox News в Америке, так там те вообще открыто говорят, что чувак, это его папа. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что его папа очень любил коммунистический взгляд на жизнь, и в этом свете и вырос его сын. Вырос он, ну, сказать, когда я говорил про Стивена Харпера, что он там выученный, и видно по нему, и знает, как говорить, что этот чувак в жизни сам по себе ничего не добился своими руками. Он, знаете, как говорят, рос золотой ложечкой во рту, и у него было все, он попытался, что-то там он выучился на учителя, преподавал драму чуть-чуть где-то в колледже, там тоже ничего не получилось толком, боксером он пробовал быть, тоже ничего не получилось, его быстро побили. Кстати, интересный момент, есть актер Мэтью Перри, он играл, он очень знаменит сериалом «Друзья», и он играл с Брюс Уиллисом 9 ярдов, по-моему. Смешной актер, он тоже канадец, и он как-то в интервью рассказал, что когда он был в школе, они побили, он с другом побил этого Джастин Трудо. Ну, это просто интересное такое, это вот замечание про Джастин Трудо, и кто он из себя такой. Но дело не в этом, он пробовал быть боксером, он был учителем драмы, и все. Как бы никакого серьезного образования, которое должно было его подготовить к работе с бюджетом или к работе с политикой, или что такое, не было, кроме того, что дал ему его папа с рождения, вот это вот влияние коммунистическое, которое очень легко сказалось. Еще до того, как он стал премьер-министром, есть ролик, который циркулируется по YouTube и не только по YouTube, когда он выступал перед какими-то людьми, как аудиториум такой был, и там сидели люди, слушали, и он рассказывал, его спросили вопрос, какой режим на сегодняшний день вам, вот какое правительство какой страны на сегодняшний день вам нравится? И, ну, чувак просто впрямую сказал, что мне вот нравится китайское правительство. И то, что он сказал дальше, это просто показывает, насколько он, ну, не сильно умный, как бы, парень, да, и вообще не следит за базаром, и это как бы потом, даже когда он стал премьер-министром, очень многие увидели на сегодняшний день, опять же, его никто сильно не уважает, ни внутри Канады, кроме его слепых, тех, кто его поддерживает слепо, и снаружи Канады, по-моему, его вообще никто не уважает. Трамп так тот вообще сказал, что он полный осел, причем, в принципе, так и сказал, без всякой дипломатии. Вот, но сейчас над ним смеются почти что все, и Индия, и очень многие страны, никто его всерьез не понимает. Когда он приезжал там на G7, на G20, там люди не хотели с ним даже сильно общаться, потому что он несет полную чушь. Дело не в этом. Так он, короче, выступал перед этой аудиторией и сказал, что я люблю китайский режим, мне он нравится, у них, в принципе, говорит, базовая диктатура, говорит, и это дает им возможность повлиять на экономику, они могут сделать все, что хотят, не надо ни с кем, как бы, в принципе, советоваться и так далее. Они вот решили, поменяли, сделали. Вот такой вот зарядил наш премьер-министр. И говорили тогда чуть-чуть про это, но слишком сильно никто не заострялся. Потом он выиграл выборы и стал премьер-министром, причем выиграл большинство депутатских мест, поэтому, в принципе, получил, так сказать, свою более-менее диктатуру. Те, кто видели мой ролик про демократию в Канаде, понимают, что если у тебя большинство мест в парламенте, в принципе, тебе абсолютно по барабану, что там кто говорит. Ему и сейчас по барабану. В общем, вот это вот премьер-министр Канады, человек, который, я считаю, полный нарциссист, он как бы очень влюблен в себя. Для него он это самое то.
И он себя, ну, как бы если он считает себя не пупом земли, то, я не знаю, это как-то непонятно. Но вот он считает себя пупом земли. Вот он у нас премьер-министр с 2015 года. Да, у него было большинство в парламенте, потом в 2019 году он это потерял. В 2021 году он думал, что он сможет набрать обратно, потому что он хотел продолжать делать то, что он хочет делать, ни с кем не советуясь. И он пролетел, он как бы набрал больше кресел, но не взял большинство, ему до сих пор приходится советоваться хоть с кем-то. Значит, вот это вот премьер-министр. Ужасный нарциссист, никого не слушает, считает, что никому ничем не обязан. У него были уже проблемы с этикой. Первый раз у него была проблема с этикой, это он просто взял, будучи премьер-министром, взял государственный вертолет. Нет, извиняюсь, он не взял. Он взял государственный самолет, полетел там в один город и оттуда на частном вертолете своего друга его семьи, как он сказал, я не помню, как его зовут, Хан, что-то там, какой-то Хан, короче, чувак богатый, у него определенные экономические связи с Канадой, он получает деньги, у него есть фонд, он получает деньги от Канады в этот фонд и потом тратит их непонятно на что, но это не важно уже. Но вот он поехал туда к нему отдыхать на неделю с семьей и пригласил пару, ну, скажем, сообщников, ну, пару серьезных членов его партии, и они там вместе оторвались туда-сюда, и потом поднялся шум, что, во-первых, это конфликт интересов, что у них есть экономические связи с его фондом, у канадского правительства, а тут он едет к нему на его частном вертолете, еще с друзьями, еще с другими представителями канадского government, и как это так? И да, есть чувак, который комиссар по этике и по конфликтам интересов, и он сказал, что вы знаете, да, вы правы, как бы он нарушил код этики. И казалось бы, ну, слушай, только что сказали, что ты виноват, да, как бы, ну, первое, что должен сделать, это, в принципе, подняться и сказать, ребята, извините, аривидерчи, и свалить. Но у него на тот момент было большинство депутатских кресел, и, как я уже сказал, ему было абсолютно по барабану, что кто говорит. Это было его первое нарушение. Потом разгорелся скандал с одной из квебековской фирмы, которая в Африке там давала взятки направо-налево, использовала там очень-очень дешевую рабочую силу, причем, ну, как бы там просто серьезно, как бы они африканцев порвали, и он не дал, и как бы хотели, на них подали в суд, на эту компанию, и он сказал, чтобы их не судили. Вот он просто позвонил генеральному прокурору и сказал, я не хочу, чтобы их трогали. Ну, генеральный прокурор там, по-моему, ушел в отставку, поднялась шумиха серьезная, начали разбираться, как так. Он, как премьер-министр, хотел повлиять на генерального прокурора, там была серьезная буча, тоже сказали, что он виноват. Ну, возвращаемся к тому, что он нарциссист, конечно же, он не ушел никуда. Был третий скандал уже в пандемии. Есть такая организация, называется мы, работает в Америке, в Канаде. Она берет деньги, в принципе, у государств и делает какие-то определенные программы для студентов. Ну, не только государства, они берут там у доноров и так далее. И делает всякие программы для студентов, летние программы и так далее. И вот он решил помочь студентам во время пандемии и подписал с ними контракт, ну не он подписал, а Министерство финансов подписало с ними, Министерство развития культуры, подписало с ними контракт на $500 миллионов. Ну, казалось бы, окей, но они там пообещали давать стипендии студентам, что они типа дадут им стипендии и плюс еще всякие вложения в программы для студентов. И тут поднялся скандал опять, потому что сказали, окей, Труда не подписывал контракт, но Труда участвовал в совещаниях про это и про этот контракт. А оказывается, супруга товарища Трудо работала с этой компанией и ездила как бы давать лекции и то все от ихнего имени. И хотя даже когда уже была
даже когда уже была супруга премьер-министра, и хотя, когда она была супругой премьер-министра, она зарплату за это не получала, но ей оплачивались полностью все расходы. Причем расходы были не маленькие и очень заметно нереальные. Поэтому как бы сказали, что то, что она не получала зарплату, но ей давали на расходы такую сумму, что это как бы как и зарплата. Кроме этого, оказывается, его мама работала с этой фирмой, причем получая от них деньги за то, что она давала лекции. И плюс его брат работал с этой фирмой и тоже получал деньги. И сказали, что тут прямое нарушение. Было целое расследование, и это то, вот как я когда говорил про консервативную партию, человек, который пытается стать лидером, допрашивал Труда и говорит ему, вот было интересно, он ему говорит, сколько твоя семья, включая маму, брата и жену, получили от этой компании денег. Он говорит, Труда говорит, ну, у меня с собой нету чисел, это как бы в прессе есть, можешь посмотреть, мы ничего не скрываем. Он говорит, подожди, говорит, если это есть в прессе, цифра. Он говорит, скажи мне просто цифру. Вот эта цифра есть в прессе, но ты ее не знаешь. Как так может быть? Ты знал, что ты придешь на допрос, на расследование, и ты не взял с собой, что ты наверняка будешь, тебя спросят про это, и ты не взял с собой даже цифры. Говорит, да, я могу проверить, сказать. Он говорит, ну как так может быть? Ты же знал, куда ты идешь. И он говорит, я повторяю вопрос, хочу узнать цифру в долларах. Сколько твоя семья получала от этой компании за все это время? Ой, ты знаешь, моя мама, она столько хорошего сделала для канадцев. Я был в шоке. Слушай, расследование премьер-министра полностью открытое, как бы в газетах, в прессе, в Ютубе и так далее. Ему задают прямой вопрос, который должен показать, коррупционированный он или нет. А он сидит и начинает рассказывать про то, как его мама, сколько добра она сделала. И она, может быть, и сделала, я не спорю. Но какая связь с тем, что она получала деньги от компании, которой он собирался дать $500 миллиарда? И этот чувачок ему говорит, что слушай, говорит, я тебя спрашиваю, не надо мне про маму сейчас рассказывать, я тебя спрашиваю, просто скажи мне, уже знаем, что получал деньги. Сколько вы получили? Ты собрался отдать этой компании $500 миллиарда налогоплательщиков. И ты не можешь сказать, сколько денег они выплатили твоей семье? Короче, замяли как-то этот скандал, чтобы поняли, ну, не доказали, скажем так. Сказали, что он впрямую не участвовал в подписании договора, и то, что он надавил, не надавил, он уже после того скандала с главным прокурором понял, что давить впрямую нельзя. То, как он это сделал, там, короче, ничего не смогли доказать, хотя все поняли абсолютно, и всем было очевидно, что он сделал. Вот, это было его третье нарушение. Ну, кроме этих серьезных нарушений, можно понять, когда он врет, когда он ведет себя как Гиппократ и так далее. Когда я буду говорить про протесты, я расскажу более обширно, в чем заключается его гиппократизм. Ну, короче, чувак самовлюбленный, супер самовлюбленный, не сильно развитый мозгами, на мой взгляд. Ничего в жизни сам никогда не добивался. Все было ему дано на блюдечке. И выбрали его, потому что он был сыном. И в конечном итоге все, что он может, это красиво говорить по бумажке. Он хорошо выглядел, очень многие дамы за него проголосовали, он очень хорошо выглядел, молодой, и очень красиво говорил, очень как бы эмоционально и с большим этим вот. Но он все-таки учитель драмы, он знает, как себя вести на сцене. И вот купились люди, да, и до сих пор покупаются многие из них. Но вот это вот премьер-министр Канады, это либеральная партия, которую он, с одной стороны, взял левее, и с другой стороны, насколько он говорил про китайскую диктатуру, он таки пытается отвести их в сторону полного коммунизма, чтобы не потому, что он любит коммунизм. Вы поймите, он когда даже про Китай говорил, он не говорил, что он любит то, что все равны, и что нету бедных богатых, и что все делится между всеми. Он не про это говорил. То, что ему понравилось в коммунизме, не только в китайском, но и в Северной Корее и так далее, то, что ему понравилось в коммунизме, это именно диктатура.
Именно то, что он может делать то, что считает нужным, что думает, что это полезно для Канады, без того, чтобы давать отчет кому-либо про что-либо и когда-либо. Так вот и случилось это с этическими его нарушениями, что он просто говорил, ну да, извините, я не знал. Ну, извините, ну бывает, ну что делать. Вот, он больше не хочет извиняться. Он не хочет, чтобы его кто-то допрашивал, он не хочет, чтобы кто-то расследовал его. Он хочет прямую диктатуру, вот он решил, сделал. Вот. Но это, в принципе, про либеральную партию, премьер-министра Канады, его заместителя. Подниму сейчас быстренько тоже короткий ролик про интересную партию, называется Блок Квебека. Расскажу о них чуть-чуть, как, что, почему. И потом закончу этот цикл партий и начну говорить немножко о наших нынешних делах в Канаде. Протест, который называется «Конвой свободы 2022», Freedom Convoy и так далее. Будет, в принципе, интересно. Опять же, моя точка зрения. Я не объективно буду говорить, потому что я, да, поддерживаю этот протест. И, ну, во мне остались еще коммунистические идеи, знаете, как нас учили борьба за свободу. Даже с тем, что мы не понимали, что коммунизм не был свободой, но нам рассказывали, что надо делать революции за свободу людей, за права людей и так далее. Вот, так я вот сейчас сделаю еще ролик про блок Квебека и потом уже начну более серьезно говорить про нынешнюю ситуацию в Канаде политическую, которая очень эмоциональная, занимает очень много времени. Я очень много пишу комментов в Фейсбуке, в Твиттере. Расскажу о них подробнее, когда буду говорить про протест и так далее. Ну, я думаю, на этом все насчет либералов и нашего премьер-министра и его заместителя. Специально рассказал о них больше, чтобы вы поняли контекст к моему ролику про сегодняшнее положение в Канаде. Ну все, счастливенько. И скоро сделаю ролик про блок Квебека.